Привет! В этом видео я расскажу о новых преампах от AMT и продемонстрирую их звучание. Если вы уже в курсе всех технических тонкостей, или вам просто Похуй. и вас интересует именно звучание преампов, то можете сразу перейти к сэмплам по тайм-коду в описании. А пока пара слов о новой линейке. В этом году AMT порадовали нас новыми устройствами, входящими в серию BRICS. Это 5 ламповых преампов линейки X-Lead, эмулирующих звучание перегруженных каналов культовых усилителей, таких как Diesel в преампе D-Lead, VHT в преампе VT-Lead, Bogner Ubershell в преампе B-Lead, Marshall JCM 800 в преампе M-Lead и сразу два канала Misabugi и Soldana в преампе RS-Lead. В целом же серия BRICS, в которую входят эти преампы, представляет из себя систему из педалей и платформы, с помощью которой будет осуществляться коммутация и программируемое управление устройствами. Все это AMT обещает нам в ближайшем будущем. А пока взглянем на преампы поближе. Устройства имеют довольно компактные габариты. Для примера можете посмотреть на сравнение с педалью от Electro-Harmonix. А учитывая нестандартную форму, я на всякий случай приведу конкретные размеры. Конечно, первым делом при взгляде на эти преампы в глаза бросается защита, установленная на лампе, и у меня она ассоциируется с чем-то таким. Несмотря на тесное расположение регуляторов, управление реализовано удобно. Во всяком случае, лично у меня никаких проблем с регулировкой не возникло. По управлению все элементарно. Регулятор гейна, выходного сигнала и трехполосный эквалайзер. На правой панели располагается input и гнездо питания на 12 вольт постоянного тока. Педалька кушает примерно 300 мА. С другой стороны располагается output, переключатель drive preamp. Да, все педали этой линейки умеют работать как в режиме преампа, так и в режиме обычного перегруза. Переключатель каналов RS, как я уже говорил ранее, есть только на этом преампе. А также имеются два гнезда внешнего управления, о которых чуть позже. Снизу расположился разъем коммутации в составе системы AMT BRICS. А теперь поподробнее о внешнем управлении. Соединив два или более преампов с помощью обычного AUX кабеля, мы получим возможность переключаться на нужный нам преамп одним нажатием, деактивируя при этом остальные. Отмечу, что с завода преампы комплектуются твердотельными аналогами вместо привычных ламп, и ближайшее видео будет посвящено их сравнению. Наконец, перейдем к примерам звучания. Играть будем через Pangeo, а ссылку на используемый импульс я оставлю в описании. Надеюсь, в этом видео мне удалось в общих чертах пролить свет на новые преампы, и этот ролик был для вас полезен. Если вы дотерпели аж до самого конца, то большое спасибо вам за просмотр, и пока!